Всем привет! 21 числа на сезоне мастерства стали доступны рейды для тестирования, и игрокам открылась возможность посмотреть на условно новый контент. Каково это отсутствие лимита дебафов на цели и насколько сильно апнуты боссы. Если кто не в курсе, убирая лимит дебафов на цели, Blizzard в качестве баланса добавили боссам ХП. Кроме этого, ожидалось, что некоторым боссам восстановят старые удаленные механики. Не добавят новые, как кто-то ошибочно подумал, а восстановят. Это большая разница. Учитывая, что последующему нерфу подвергнулись не все боссы. Первым делом я подумал, у меня прист еще маленький, когда я еще докачаю, сделаю тюну на вход, похоже, на этот раз я пролетаю. Но Blizzard эту проблему частично решила. Можно было сразу создать 60-го персонажа с кое-какой стартовой экипировкой и расходкой. Но хочу сразу выразить негатив в адрес того, кто готовил бета-тест. Можно было совершить 2-3 фейла, но их было так много, что у меня сложилось впечатление, что ответственный за тестирование вообще не знает, что из себя представляет WoW Classic. И понатыкал все от балды, как ему показалось нужным. Об этом я сейчас расскажу поподробнее. Сначала коротенькое объявление от спонсора. Не было возможности поиграть в Battle for Azeroth на официальном сервере? Давно хотите попробовать этот аддон? Тогда это новость для вас. 23 октября запустился новый сервер BFA с рейтами X11. Из интересного на сервере контент будет открываться постепенно. У этого проекта отдельная и независимая команда разработчиков, которая будет заниматься непосредственно этим серваком. Планируются интересные модификации, не влияющие на игровой процесс. И лично я, побывав на сервере в первый день, заметил довольно большой стартовый онлайн, чем обуславливаются обширные рекламные кампании. Всему видно, что у проекта на этот сервер планы серьезные. Заинтересовавшимся вся необходимая информация и регистрация в описании под видео. Но мы продолжаем. О чем это я? Подготовка к тесту. Да, она ужасная. Начнем с того, что при создании персонажа 60 уровня он создавался в какой-то параллельной реальности. Пытаясь отключить ненужные мне аддоны на данном персе, клиент полностью меня игнорировал. И аддоны не отключал. Вообще. То есть визуально показывал, что аддоны отключены, однако они при запуске клиента подгружались все разом. А поскольку не все моды подходили под данную версию игры, жестко заспамливали ошибками. Проблему удалось решить только когда я просто свернул клиент и удалил все аддоны из папки интерфейса. Я не знаю, может быть перс для теста создавался на каком-то отдельном кластере, сервере, слое, но он очень неохотно взаимодействовал с другими игроками на сервере. Написать что-то другому игроку было невозможно. То есть, если рейд-лидер собирал рейд в тот же Molten Core, то, увидев его сообщение, я попросту не мог отписать ему желание пойти. Это хорошо, мне ребята в чатике на стриме помогли, те, кто уже разобрался в ошибке, подсказали, что для того, чтобы кому-то что-то написать, надо добавить его в друзья или предварительно попытаться пригласить его в группу. Не знаю, как люди до этого додумались. Не важно, что он лидер рейда, просто делаешь попытку инвайта, и тогда в теории как-то сервер вам его находит и дает возможность для коммуникации. Из-за этого фейла сбор рейдов для тестирования превращался в какой-то кошмар. Люди просто не могли понять, как им быть. Приходилось изобретать какие-то костыли, чтобы этой ошибке противодействовать. Наш первый РЛ просто инвайтил всех, кого мог в гильдию, а потом из нее рекрутировал в рейд. Да, часть игроков после того, как поняли ошибку и разобрались, как ее преодолеть, смогли попадать в рейды, но тем не менее эта ошибка жутко раздражала и тормозила сбор группы. Далее. Обычно для более реалистичного тестирования PvE-контента игрокам предоставляли стартовый набор экипировки, а также дополнительные наборы под определенный спек. И то, что этим занимался абсолютно несведущий в геймплее классики человек, лишний раз подтвердилось. На шмотках встречались какие-то безумные энчанты, вроде плюс 5 к урону на хиловской мейсе. Не знаю, к чему это дали присту, наверное, в каком-то понимании разработчиков предполагал, что приз стоит в мили-зоне и долбит босса молотком, вместо того, чтобы хилить. По-другому я это объяснить не могу. Экипировка и расходка не вся соответствовала текущей фазе. Какие-то вещи совсем в нее не вписывались. Тот же самый Кельсерар появился позднее во второй фазе при открытии Дермаула, но на тесте игрокам был доступен сразу. То есть воинам дали синий Т0 сет для реалистичности теста, чтобы не душить боссов овергиром. А тем не менее добавили к стартовому набору оружие уровня Т2, что мотивировало всех фуриков одевать именно Кельсерар, вместо, например, логично подходящих по текущую фазу далрендов. Кроме этого, в сумках была доступна топовая еда и вода фракции аргентов. Это хорошо.
но пользоваться вы ей не могли, потому что репутация саргентом была не прокачана. И таких мелочей было много. Ну, например, если вы хотели заменить энчанта на своем стартовом наборе, вместо, например, плюс 5 урона на хиловской Моисея, вам предлагалось просто сделать их самому. Ну да, разумно, это была бы хорошая идея, дать прокачанную профу для теста и реагенты для энчанта, чтобы каждый тестер мог сделать себе нужное усиление. Но только если бы исполнением этой идеи занялся человек, понимающий, что для этого требуется. Потому что жезла зачарования в наличии не было, а возможность его скрафтить отсутствовала. Что я хочу сказать? Еще раз спасибо за подготовку. Вообще, сам принцип закупки-расходки для теста был сделан максимально неудобным. У вендора, ответственным за снабжение тестеров, присутствовали несколько наборов боксов, в которых был разный состав реагентов. И чтобы угадать, где что лежит, вам приходилось сначала покупать их, а потом выяснять, искать, что вы купили, понадобится ли это вам в дальнейшем. Не понимаю, кому в голову пришла такая идея для закупки-расходки, и почему нельзя было просто сделать, как при тестировании открытия врат Анкеража, когда игрокам просто поставили вендора с химией, где каждый мог купить все, что ему нужно, в необходимом количестве, не только фласки и эликсиры, но и расходку для инженерии. Способ доставки игроков к рейдам был сделан удобно. Не нужно было терять время на полет ко входу и испытывать неудобства, если требовалась замена игроков, но тем не менее определенные просчеты тут тоже были. Так, например, рейд телепортировался непосредственно в пещеру, где спала Никсия. Но при вайпе вам приходилось бежать в инст и столкнуться с незачищенным коридором с драконидами. Из-за этого те игроки, которые портовались в инст на замену, должны были специально умирать, чтобы прибежать к основному рейду в начало. Довольно неудобно, скажу я вам. С одной стороны, да, спасибо, что портанули игроков поближе к боссу. Blizzard, неужели вы такие оптимисты и подумали, что игроки будут убивать боссов с первого пула и замен не потребуется? Этой теме я хочу, кстати, уделить отдельное внимание. Да, было много игроков, кто заходил на тест с пониманием, куда он пришел и зачем. Но большинство заходило просто почилить, поглазеть и тем самым помешать всем остальным. О чем я? О дисциплине в рейде. Каждый вайп сопровождался массовыми ливами. И не просто там 2-3 игрока, сразу по пол рейда. То есть кто-то думал, что придет сейчас в синем Т0 сете и на расслабоне пронесет МК. Но по факту, как это бывает в пуга-рейдах, часто случались незапланированные жопопулы, неразбериха у танков, отсутствие ассиста, что способствовало вайпу и развалу рейда, не завершив прохождение до конца. Это, конечно, тоже подбешивало, так как вешался КД, надо было пересоздавать нового персонажа. Хорошо, конечно, что тест открытый, но тем не менее хотелось бы, чтобы впредь на подобные мероприятия зеваки, зашедшие на 15 минут, как-то отсеивались. И по этой причине мне как раз не получилось пройти МК, поэтому по нему я пока вам отчет дать не могу, но тем не менее он будет. Поэтому не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе последних событий в Classic. Но вот с Аникси мне повезло. Я прям сходу залетел в более-менее адекватный рейд, в котором и танк понимал, что ему делать, и остальные вроде тоже не тупили, благодаря чему Оньку убили с первого пула. И вот тут я как раз увидел ту самую восстановленную механику, о чем говорили Blizzard. Не новую, как, повторюсь, кто-то ждал, а восстановленную. Это были шары с конфлагрейтом. Для тех, кто играл на пиратских 1.12, хорошо знакомы с этой механикой. Те же, кто пришел в обновленную ванилу 1.13, ее не застал. Заключалась она в том, что Аниксия спамит огненные шары в рандомных игроков, которые давали АОЕ урон в радиусе пораженной цели, и дезориентировали всех на несколько секунд, сопровождая на все время действия контроля постепенным огненным уроном, из-за чего следовало позиционироваться максимально рассредоточенным. А когда ДБМ сообщает вам, что шар сейчас прилетит в конкретного игрока, нужно было максимально быстро от него отбежать. Это можно, конечно же, расценить как усложнение босса, тогда как, например, в 1.13 шар просто прилетал в игрока, давал небольшой урон и обнулял цели агро, из-за чего, наоборот, игроки с целью сбросить агро перед третьей фазой сбегали в шар, что, собственно, противоречило задумке геймдизайнеров. Это как раз то, о чем и говорили разработчики, обещав усложнить контент. Как говорится, мелочь, но хоть что-то. Конфлагрейд дамажит прилично, и шар, попав, например, в неодетого кастера с 2500 хп, вполне может его убить, если на нем не будет ГФПП. В целом, несмотря на ошибки, тест получился интересным, хотя бы в плане того, что стало визуально понятно, что у игроков интерес к ваниле есть, и они с большим желанием на него заходили. На старте теста рейдов ПТР просто ломился от игроков, что сопровождалось значительными лагами. Да, лаги — это вещь, с которой Blizzard до сих пор ничего поделать не могут. Они никуда не пропали. Может быть, стали немножко другого формата, но лично мне от этого не легче.
Заходя в стартовую зону или столицу, видишь, как FPS уходит в минус, а игра превращается в пошаговую стратегию. Я по-прежнему считаю, что онлайн на серверах нужно ограничивать и не делать из него многолюдную помойку. Этот вопрос не нужно пускать на самотек и регулировать по обстоятельствам, в зависимости от желающих на конкретном сервере играть. Тогда и сервера станут в какой-то мере похожи на те, которые мы видели изначально при запуске оригинальной WoW Classic. Спасибо, что досмотрели это видео до конца и поддержали его лайком и комментарием. Я продолжу делиться с вами подробностями происходящего вокруг классического World of Warcraft, поэтому не забывайте подписываться на канал и до встречи!